Продажи наобещали заказчику, что отгрузят продукцию в срок. Производство не успело, потому что закупки привезли не то сырье, которое необходимо производству в этом месяце. Мы долго жили в этом аду, пока не поняли, что каждое подразделение живет в своих KPI и отдельных планах, а производство работает в рамках своей производственной программы. В прошлом ролике номер 4 мы с вами остановили войну отделов. Мы выстроили через поток создания продуктов компании традиционную структуру в рамках создания продуктов компании. А теперь возникает вопрос, а как же теперь в новой структуре по потоку спланировать деятельность всех подразделений вашей компании? Поэтому сегодня мы с вами обсуждаем инструмент номер 2 – сквозное планирование. Он также входит в архитектуру управления, и с помощью этого инструмента в первом ролике мы уменьшили длительность изготовления тепловозов с 4 месяцев до 2,5 месяцев. И это не какая-то сложная ERP-система, а простой инструмент, который сможет понять каждый сотрудник в вашей компании. Начинаем. Здравствуйте, меня зовут Александр Крещенко. Я 12 лет занимаюсь построением эффективных архитектур управления для компаний. Еще 13 лет практического опыта управления и работы на промышленных предприятиях. Итого 25 лет я уже в промышленности. Подписывайтесь на канал. Здесь даю только практику и реальный опыт про комплексное управление предприятиями. Я сам 25 лет собирал эти знания по крупицам. Такой информации в открытых источниках практически нет. Если вы увидите в моих роликах свои насущные проблемы, записывайтесь на личные консультации, ссылка в описании канала. Давайте посмотрим, как планируют 90% компаний. Каждый из столбиков – это планы подразделений. Первый – это отдел продаж. Их KPI – 10 единиц продукции отгрузить, допустим, в июне месяце. Это производство. У них свой план – 8. Почему 8? Потому что материал привезли закупщики только на 8 продуктов. На 2 не довезли, они по-любому уже 10 не сделают. А закупки, те вообще везут на 3 месяца вперед, потому что так дешевле покупать. Они взяли на 3 месяца продукции, привезли ТМЦ в производство, а то, что производство не сможет 10 из этих ТМЦ собрать, потому что они разрозненную привезли дешево, но разрозненную номенклатуру. Их это не интересует, поэтому у них экономия средств. И они по документам в деньгах привезли якобы на 8 единиц продукции в этом месяце. То есть они считают по деньгам. Деньги. Соответственно, вроде бы план 8, 8, 10. Все вроде бы отчитываются в начале месяца, что мы выполним свой план. Что по факту, по итогу в конце месяца получается? Из 8 производство делает то, что необходимо отгрузить по плану продаж, 5 единиц. Остальные 3 они сделали, чтобы просто закрыть нормой часы, отработать объем в трудоемкости по производству, чтобы выплатить заработную плату работникам производства. Соответственно, 3 единицы кладется в незавершенку. А закупка привезла из 8 на 6 единиц, а 2 некомплектно. Соответственно, по факту завод отработал как? Отгрузили по плану продаж всего лишь 5 единиц. Все остальное осталось в незавершенке. То есть у нас в ТМЦ незавершенка, да? ТМЦ. У нас в производстве незавершенка. То есть получается порядка еще 5 единиц оборудования в незавершенке. Представьте, если одна единица стоит 100 миллионов. Соответственно, 500 миллионов вы заморозили в незавершенной продукции. Это в ТМЦ и в готовой продукции, которая в этом месяце в отгрузку не требуется. И на 500 миллионов отгрузили.
Это называется планирование в вакууме. Каждый руководитель планирует деятельность в рамках своей функции, но не так, как нужно в рамках договора клиенту. Поэтому каждое подразделение вроде свой план выполнило, но заказ по факту клиенту сорвали. Вывод. Нам нужен не набор разрозненных планов, а единый план, выстроенный через поток создания продуктов компании в рамках оргструктуры, которую мы с вами разработали в прошлом 4-м ролике. И сейчас я вам расскажу простой алгоритм планирования, который мы реализовали в первом ролике на заводе с тепловозами. Сделали мы его на базе Excel, и вы сможете завтра также его сделать у себя. Что мы сделали? Мы в рамках потока создания продукта отмотали от точки отгрузки назад деятельность всех служб, построенной в рамках привязки к жизненному циклу продукта, который мы изготавливаем. Ну, в нашем случае это тепловоз. Соответственно, мы понимали, чтобы клиенту он поступил, допустим, 1 сентября, на отгрузку нам нужно потратить 14 дней вместе с доставкой. На изготовление в нашем случае получалось 2 месяца. Чтобы поставить закупки, ну понятно, они там со смещением, то есть каждому этапу в циклограмме, да, изготовления тепловоза привозился определенный металл, ну либо электрика, либо метизы. Соответственно, и закупки точно так же разбили по циклограмму, назад отмотав свои точки поставки и связали с теми необходимыми точками, которые у нас были расписаны в циклограмме изготовления тепловоза. Здесь точно так же получилось примерно 2 месяца, но если длинноцикловые изделия, соответственно, закупщики заказывали там за месяц, за 2 ранее. Технологи точно так же на разработку технологию свой месяц взяли. Ну и конструктора свой месяц. И получилось так, что мы связали деятельность всех функций через Excel, через вот эти укрупненные сроки. И потом каждое подразделение, мы зашили это в базу Excel, и каждое подразделение смогло у себя открывать свою часть планов, то есть производство открывает свою часть, он видит, но она взаимосвязана с планом отдела закупок. Закупщики открывают свою часть, технологи открывают свою часть, но по факту они все через сроки эти, через жизненный цикл продукта были связаны. И то, что я рассказывал ранее, когда они жили в рамках своих планов отдельных, мы эти барьеры разрушили, и все планы и вся деятельность подразделения выстроилась четко через один единый жизненный цикл создания продукта. Вы скажете, так мы такие графики делаем и давно, но есть одно но. Без правильной оргструктуры по потокам, которую мы с вами выстроили в прошлом ролике, ваши графики всегда будут срываться, их невозможно будет выполнить. Эти инструменты, номер 1, оргструктура по потокам, и инструмент номер 2, сквозное планирование, номер 2, это как инь и янь в вашем бизнесе. Теперь все заказы мы делали через один сквозной план. Мы соединили все подразделения компании между собой. И из-за того, что четко понимал каждый сотрудник в своей функции, когда он должен передать ту или иную работу на последующий этап, мы уменьшили до 2 месяцев изготовления, да, тепловозов в производстве с 4,5 месяцев. То есть представляете, сколько было в пролеживании, в потерях, в НЗП, в простоях. 4,5 месяца изготавливали, потому что каждое подразделение раньше работало на свои какие-то цели. Тем самым мы дальше под эти все переделы выстроили работу главного инженера, отдела продаж, службу финансов. У нас главный инженер точно так же понимал, когда какое изделие будет изготавливаться в производство, и он свои
планы ППР уже выстраивал под производство. Про финансы я покажу вам в следующем ролике, как мы связывали производственную программу и деятельность всех функций с финансовым блоком. Это уже будет в следующем, 6-м ролике. Это и есть один единый сквозной план для всей компании, а не 10 разрозненных файлов, как было раньше. И с помощью сквозного планирования в тандеме с оргструктурой по потокам вы сможете увеличить производительность в своих компаниях до 100% плюсом. Этот единый сквозной план мы разместили в общем доступе для всей компании, для всех служб и в онлайн-режиме, чтобы упорядочить работу на стыках между подразделениями, и каждый знал свой срок, когда кому что нужно сделать, чтобы производственная программа была выполнена в срок и изделие было отгружено в необходимый срок для заказчика. Это упростило и ускорило работу всей компании. Самое важное, этот план стал единым источником правды. На утренних планерках уже смотрели не свои разрозненные бумажки, а в единый источник данных. Это единый Excel-файл для всего завода. Споры, кто виноват, закончились. Как внедрить сквозное планирование в вашей компании? Необходимо собрать по одному специалисту из каждого подразделения, и чтобы они относительно производственной циклограммы отмотали назад сроки по своим подразделениям и разработали планы в своих функциях. Далее нужно запустить один пилот на одном каком-то продукте, чтобы все службы поняли, как работать в этой связке. Проводить ежедневные оперативные совещания, план-факт, отслеживать, что выполнено, что не выполнено. И только после того, как все службы научатся работать на одном продукте через сквозное планирование, только после этого можно масштабировать на все остальные заказы вашего предприятия. И только после того, как логика будет понятна во всех подразделениях, после этого только можем переходить к автоматизации. Почему я говорю об автоматизации? Потому что многие сначала автоматизируют хаос, а потом разбираются, почему же ERP-система в их компании не заработала. Вот именно для этого сначала нужно потренироваться на базе Excel, связать все планы, сквозной план единый для всех подразделений, все это дело отработать, чтобы все разобрались, приняли. И только после этого вы пишете техническое задание для автоматизации и внедряете различные ERP-системы. Нельзя автоматизировать хаос, так как потом получится так, что вы вложили деньги в ERP-продукты, а, соответственно, раз деньги вложили, то нужно в ней работать. И получится так, что не система будет обслуживать компанию, а ваши сотрудники будут обслуживать систему, и результатов компании все равно не будет. Будут также срывы в производстве, потому что вы не отработали сначала это на шашечках, да, в Excel. Поэтому рекомендую сначала всю логику отрабатываем на всех своих продуктах и проектах в Excel, и только после этого автоматизируем и внедряем какие-то ERP-системы в своих компаниях. Итак, мы с вами рассмотрели инструмент номер 2 из архитектуры управления — сквозное планирование. А теперь нам нужно понять, этот единый план приносит прибыль или убытки для нашей компании. Финансовый план и производственный план жить отдельно не могут, это грубая ошибка. И чтобы этих ошибок не допускать, мы в следующем ролике рассмотрим, как соединить производственную программу с вашим финансовым планом, чтобы БДР, БДДС и производственная программа жили как единый механизм, чтобы вы могли принимать правильные управленческие решения на базе финансовых показателей и понимали, сколько мы зарабатываем или сколько мы теряем. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую 6-ю серию. Всем вам удачи и успехов в ваших делах.